Hello, everybody. Здравствуйте всем. I will make my presentation in English because I am not a native Russian speaker. Я буду делать свою презентацию на английском языке, так как я не русскоговорящий. But fortunately, I have a very good translator. Но, по счастью, у меня есть переводчик. So, my name is Henrik Meyer Hoffmann. I am an architect. Я архитектор, меня зовут Henrik Meyer Hoffmann. Living in France. Живу во Франции. And working for the company BASF. И работаю на компанию BASF и BAS, как мы. I am working there since 4 years and I am specialized in energy efficient design. Работаю там уже 4 года и занимаюсь энергоэффективным проектированием. So BASF, you know, probably is a chemical company which is worldwide active. Как вы знаете, BASF это химическая компания, которая представлена фактически по всему миру. And we do about 15% of our activities for the construction sector. И где-то 50% нашей деятельности сосредоточено в строительном секторе. First of all, we are providing materials, chemical materials. Прежде всего, мы являемся поставщиками химических материалов. From raw material to finished solutions. От сырья до готовых решений. Those materials need expertise. Эти материалы нуждаются в экспертизе. Research and development. В разработке. So we have a lot of experts working for our company. То есть у нас очень много специалистов работает в компании. I'm one of them. И я являюсь одним из них. And we all do this for being measured in a rational and scientific way. И мы все стараемся работать так сказать, рационально и эффективно. And whenever we have found a solution, we want to implement them. И когда мы находим такие эффективные решения, мы стараемся их внедрить каким-то образом. And this is why we are always looking for references. И поэтому мы всегда, так сказать, следим за, нуждаемся в обратной связи. For reference buildings, because we are in the building sector. И поэтому нам нужны опытные дома, потому что мы работаем в строительной отрасли. And one of these buildings where we have our materials, our expertise, and our scientific approach shown is the BuildTalk. И вот одно из зданий, построенных в рамках проекта BuildTalk, что-то с микрофоном, с использованием нашей экспертизы и материалов вы видите на представленном слайде. So BuildTalk means building together. BuildTalk расшифровывается как building together или строим вместе. And you will know in a while why it is called like this. И через некоторое время я вам поясню, что это означает. First of all, let me make you a little course on the actual situation. Я бы хотела начать свою презентацию с небольшого экскурса в текущую нашу глобальную ситуацию. So you all know that there is a big discussion about sustainability. Я знаю, что вы в курсе того, что сейчас идет много дискуссий по поводу нашей устойчивости, стабильности. And this is due to three main reasons. First reason is that there are more and more people living on this planet. И это главным образом из-за трех причин. Первое это то, что население Земли все увеличивается и увеличивается. And all those people which are coming, especially from emergent countries in Africa and Asia, need food, water, and energy. И вот это растущее население, особенно в развивающих странах Азии и Африки, нуждается в воздухе, воде и пище. And all those natural resources are more and more difficult to get. Природные ресурсы истощаются, и добыча их становится все более и более затруднительной. As you can see here, coal, oil, and gas will be finished in about 1, 2, or 5 generations. И, как мы видим, запасов угля, нефти и газа хватит на 1-2
максимум 5 поколений каких-то из этих ископаемых. So we need now think and search about what will come after. И мы уже сейчас должны думать о том, что будет потом. Lots of people are already into renewable energies like wind, water, and biomass. И сейчас уже достаточно много людей пытаются использовать возобновимые ресурсы, такие как энергия воды, воздуха и биомассу. Which would lead us to the third point. This is the reduction of the CO2 emissions. И это приводит нас к третьему пункту, это сокращение выбросов CO2 в атмосферу. You might know that 40% of the CO2 emissions which are worldwide produced come from the construction sector. И, возможно, вы знаете, что 40% выбросов СО2 идут от строительного сектора. And especially from heating. Не только строительство, а эксплуатация домов, отопления. Once you construct a building, you must heat it for 50, 60, 70, 100 years. Потому что как только вы дом построили, вы должны его отапливать в ближайшие там, 50, 60, 100 лет. So we believe that when we do more energy efficient housing, it is good for the environment. И мы считаем, что строительство энергоэффективных домов, в общем-то, помогает окружающую среду сохранять. Because you know, if you use energy, you will have CO2, which will produce a greenhouse effect, global warming. Потому что избыточное использование этих ресурсов приводит к повышенным выбросам, парниковому эффекту, и глобальному потеплению и прочим напастям. So why do we need to heat the air? First of all, this is a little excursus to the fundamental of the human condition. Сейчас немножко к базовым элементам человеческого существования. Зачем нам нужно отапливать воздух? So the human being lives in the air. It's not a fish, so we are not in the water, we are in the air. Человек такое существо, которое существует в воздушной среде. Мы не рыбы, вот мы в воздушной, не в водной среде существуем. So this air must be at a good temperature, so we can feel well. И температура воздуха должна быть комфортной для того, чтобы человек себя хорошо чувствовал. It must be clean because we breathe it. Воздух должен быть чистым, потому что мы им дышим. It must permit the light to come through. Также он должен пропускать солнечный свет. And it shouldn't be humid because it should be dry. И также мы должны избегать повышенной влажности. Воздух должен быть достаточно сухим. So these are the ideal conditions for human beings to exist. Это идеальные условия существования человеческого организма. In nature, on the planet Earth, you find them nearly nowhere. И, так сказать, в природных условиях на планете Земля практически нигде вы их не найдете. So the human being is obliged to construct buildings around him. Поэтому люди строят вокруг себя дома. To get this comfort. Для того, чтобы, так сказать, внутри их получить комфорт. First of all, the floor. Начиная с основания, с пола. To prevent the exterior from outside. Должна быть изоляция. Then he needs the whole envelope, like the walls and the roof. И потом вся остальная оболочка, включая стены и крышу. And inside this envelope, he can get a temperature which is good for him. И внутри вот этого теплового контура человек создает для себя комфортную среду обитания. Nevertheless, to have light inside, he needs windows, and to get into this space, he needs a door. Но также этот контур должен включать в себя окна и двери, для того, чтобы пускать свет и самому зайти. So he will lose with this a little energy. И вот
строительстве и окон и дверей большие энергопотери возможны. In order to avoid this, he should think about an airtightness of this space. И для того, чтобы уменьшить энергопотери от окон и дверей и пользования ими, как бы конструкция должна быть герметичной. So that the nice temperature can stay inside and does not go through the walls and the windows outside. Чтобы вот эта комфортная температура внутреннего помещения не выходила наружу. In order to get best quality air, he needs a ventilation system. Для того, чтобы качество воздуха в помещении было хорошим, необходима вентиляция. And he can get energy gains from the sun through the windows. Но также некоторую часть тепла мы получаем вместе с солнечным светом, который проникает через окна. So that ideally he only needs a few impact for heating. И вот в таких герметичных условиях тогда уже не такая большая нагрузка идет на отопление. So when you see here on this picture the house I just described, and you can see here what is needed to get there. И вот на этой картинке вы уже видите дом, который я только что описал, каким он должен быть, и параметры необходимые, которые должны соблюдаться. You have very much something which is looking like a passive house. И вот эта картинка, она как раз и, в общем-то, представляет из себя такой пассивный дом, так называемый. Because a passive house is a very good envelope. Потому что пассивный дом включает в себя очень хороший контур, хорошую оболочку герметичную, Good windows хорошие окна and good technical equipment. и хорошее техническое эффективное оборудование. But I come back to this a little later. Немножко позже к этому вернусь еще. So in Europe, in the European Union, since a while we have very strong targets to achieve. И в рамках Евросоюза мы с некоторых пор имеем очень такие амбициозные цели, которых мы должны достигнуть довольно скоро. Which will oblige us to be much more energy efficient in 2020 than now. Которые нас заставляют быть гораздо более энергоэффективными к 2020 году, чем мы сейчас можем себе это позволить. The targets are called 20-20-20 because we want to increase energy efficiency about 20%. И эти как бы цели 20-20-20, первое это 20% экономии энергопотребления. And to consume 20% less energy. С одной стороны на 20% меньше потреблять, с другой стороны быть на... To make in the end 20% less CO2 emissions. Быть на 20% более энергоэффективными и на 20% снизить выбросы CO2 в атмосферу. This is something which will be an obligation in 2020, so in 6 years. И это, так сказать, это будет законодательно закреплено, вот эти показатели вступят в силу с 2020 года. And a lot of players in the construction sectors are not really well prepared to this. И очень многие игроки на строительном рынке пока что не шибко готовы к таким амбициозным целям. They need support and they need knowledge about technologies, about know-how. И они нуждаются в определенном ноу-хау, определенной поддержке и в определенной экспертизе для того, чтобы достигнуть этих результатов. And about construction materials. И также в области энергоэффективных материалов. So what is a passive house? I already mentioned it just before. Я уже только что, в общем-то, описал, что такое пассивный дом. But here are some scientific definitions. Здесь есть некоторые научные определения, скажем так, этого термина. A passive house is a house where you need very few energy to heat. Пассивный дом – это такой дом, который вы можете отапливать с использованием небольшого количества энергии. 10 watt per square meter. Затрачивая 10 ватт Yeah, watt. на What like you know на what you have квадратный in the метр. Yeah.
So actually, I don't know, in Russia it might be some kind of, for new buildings, at least 5 or 6 times more. Я не знаю, как в России, но я думаю, что у вас такие показатели для нового строительства где-то в 5-6 раз больше, наверное, эти показатели. Because when you achieve this level of 10 watt per square meter, you can get rid of the classical heating systems. Потому что если вы достигаете вот этого показателя, когда вам нужно 10 ватт на отопление 1 квадратного метра, вы можете, в принципе, избавиться от той традиционной системы отопления, которую вот мы все имеем. And the ventilation system can apply the good temperature of the air. Вентиляционная система позволяет создать комфортную температуру в помещении. This is why the house needs to be very airtight. И поэтому вот дом должен быть очень герметичен с точки зрения воздухопроницаемости. And finally, very compact, because each time you have a complicated form. И также очень компактно, потому что каждый раз, когда вы имеете какую-то сложную форму, it is difficult to achieve this. То очень сложно достигнуть такой повышенной энергоэффективности. And by the way, it is now claimed that the first passive house was a ship. И вообще, как бы, сейчас говорят о том, что первый такой пассивный дом был корабль. Because ships have to be not only airtight, but tight against the water. Потому что они не только воздухонепроницаемые должны быть, но и водонепроницаемые. Ships are compact. Они достаточно компактные. And this ship was meant to go to the Arctic, to the South Pole. И такие корабли, они ходили и там и на Северный полюс. In the 1900s. И в Арктику, и в 1900-е годы. So it was very well insulated. Таким образом, они были очень хорошо изолированы. That the persons on the ship was very surprised that with a compact design, with insulation and with good airtightness. И таким образом люди были очень удивлены, что используя такие компактные конструкции с хорошей изоляцией от воды и воздуха, you can make comfortable buildings. Можно строить такие комфортные дома. So the BuildDoc project has been developed by the European Housing Network Euronet. Вот этот проект BuildDoc был разработан Ассоциацией европейских домостроителей, который называется Euronet. It is a union of 31 housing companies in 5 countries. 31 компанию в 5 странах. Who are discussing the values and the issues for the future. Которые как раз и вот занимаются вот обсуждением вопросов, связанных с эксплуатацией домов в будущем. And one of the most important is the energy efficiency. И основной вопрос, конечно, это энергоэффективность таких домов. So they started the BuildDoc project. И таким образом они начали такой строительный проект. So BuildDoc is a research and construction project. Но BuildDoc это совместный строительный и исследовательский проект. It is about to make energy efficient houses with a good architecture. Он призван строить энергоэффективные дома, при этом с хорошей архитектурой. And with controlled costs. И при хорошем контроле себестоимости. Because classically a passive house, an energy efficient house, is not a beautiful house. Как бы исторически изначально было так, что пассивный дом как бы не отличался какой-то хорошей архитектурой. And we try to make it better looking. И мы как раз вот в частности работаем над тем, чтобы как бы повысить престиж пассивных домов за счет увеличения их привлекательности эстетической. So the Euronet network found 3 partners. И вот эта компания Euronet нашла, ассоциация Euronet нашла 3 партнеров. For the design of this project, it was the architect Nicolas Michelin from the architectural firm Anma.
Для разработки проектов таких домов привлекли французского известного архитектора Николая Мишлена с его архитектурным бюро «Анма». He works together with an energy consulting company called Louvoget. И он работает в тандеме с консалтинговой компанией в области энергоэффективности Louvoget. And BASF. И в тандеме с BASF. The partners who will apply for the construction of the build-dock are coming from Euronet too. They are members from Euronet. И компании, застройщики также являются членами ассоциации Euronet. For the moment, from Sweden, France, and Germany. В настоящее время это компании из Швеции, Франции и Германии. But we are looking for more partners and more investors outside. Но мы также ищем дополнительных инвесторов и партнеров за пределами Европы. So this is the kind of architecture Nicolas Michelin, the architect of the build-dock, is doing. Это один из таких примеров создания архитектора Николая Мишлена. This is about BASF and Louvoget Consult. You can see the building where the energy efficient, the energy consulting company Louvoget Consult is in. Is it passive house? It's the office. Yeah, it's office. Yeah. Это офис компании Louvoget, которая занимается энергоэффективным строительством, и это их офис, который также является пассивным домом, так называемым. So now that you know something about the members of this project, I will show you the project. Сейчас я ознакомил вас, так сказать, с игроками этого проекта. Сейчас немного более подробно о самом проекте. It started by in 2009 by making a common design, a building which is a prototype. Проект начался с того, что был разработан прототип, типовой проект, типовой дизайн в 2009 году. Yep. You can see it on the plan. It is also a typology because we want this to be adaptable. Это такая типология используется, которая может быть адаптирована к местным условиям. And we want some architectural qualities like the roof. И это предъявляет определенные архитектурные требования, в частности форма крыши такая двухскатная. Balconies for all apartments on all floors. Балконы для всех этажей и в каждой квартире. The architect wanted that the middle part of the building is in front of the other part. Архитектор захотел так, чтобы передняя, центральная часть здания немного выдавалась по сравнению с боковыми крыльями. So that the balconies are in the line with the middle part of the building. И таким образом, чтобы балконы, как лоджии, располагались вровень с передней частью дома. And on the other side of the building you have for the hallway and the staircase. Тыльная сторона дома используется для холлов, лестниц. This kind of building and typology can now be adapted in all climate zones in Europe. И такая типология зданий может быть адаптирована к любым климатическим условиям. To the very hot southern climate. От жаркого южного климата. To the moderate, more central European climate. Умеренного европейского климата. Until the continental climate you know here in Russia and in the northern part of Scandinavia. До континентального климата в России и северной части Скандинавии. And it is about the thinking of a passive house development is about to minimize the losses. И цель пассивного домостроения это минимизировать потери. And to maximize the gains you have, because you have solar gains. И максимизировать выгоды. В частности, вы получаете дополнительные выгоды от солнечного света.
пропускаем через окна. And to minimize the energy losses is first of all to have a very high performant envelope to insulate it. Вот энергосбережение прежде всего достигается за счет очень хорошей изоляции всей оболочки дома. And for the gains you can have the good windows which permit the sun to heat the spaces in winter. Также вы используете широко окна для того, чтобы даже вот в зимнее время солнечный свет позволял отапливать внутренние помещения. And sure, what is very common and an obligation in passive houses is the heat recovery system. И то, что является обязательным в пассивных домах, это система восстановления воздуха, вот вентиляционной системы. Which means that when you change the air from in a circle, the ventilation recovers the heat of the out expelled air. То есть восстановление тепла вот в системе вентиляции. So that we don't lose much energy here. Для того, чтобы снизить затраты энергии на отопление. So this is the envelope you can see here. What is very important is to have an outside insulation from the outside. Здесь вы видите тепловой контур, и что здесь важно, это то, что изоляция находится снаружи здания. And that all faces of the building are treated, especially also the ground slab. И то, что все поверхности вот теплового контура теплоизолированы, включая вот основание, где фундамент находится. And the roof. И крыша. And you can see here, you must avoid thermal bridges. If you have balconies, you must interrupt the continuity between the floor and the balcony. И вы должны избегать тепловых мостов. То есть вот если есть балконная конструкция, то она должна быть такая прерывистая. In order to avoid the cold coming inside. Для того, чтобы предотвращать проникновение холодного воздуха с улицы в помещение через неизолированную поверхность. Once you have a good treated envelope, you need to think about the technical equipment of the building. И вот после того, как вы хороший изолированный контур уже имеете, самое время подумать об энергоэффективном оборудовании. You have different choices as to the heat supply. Здесь могут быть самые разные варианты решения по части отопления. You can have a central heat supply or a non-central heat supply. Может быть как централизованное отопление, так и децентрализованное. And you can also apply for solar gains by making solar panels. Возможно также использование солнечных батарей на крыше для того, чтобы еще повысить on the south side of the building. На южной стороне здания. So the project BuildDoc is now defined, and we discuss in a group 3 times per year. И вот в рамках проекта BuildDoc мы по каждому проекту собираемся и обсуждаем 3 раза в год. You can see here the timeline. Здесь вот представлен такой временной график. It started in 2009 with the common design defined. Проект вот начался в 2009 году с, так сказать, создания типового проекта. And 1 year later, there are several buildings started, several buildings in several countries. И год спустя вот началось строительство нескольких домов в ряде стран. We are now in 2014, so you can see there's one building already finished. Сейчас мы находимся в 2014 году, и вот вы видите здесь уже один проект завершен. You can see all the phases which are done are successfully finished. И здесь все фазы проекта уже осуществлены. There's another one which will be soon be finished. Есть еще один дом, который вот фактически строительство его заканчивается очень скоро. There are several others which are still in the planning and development phase. И вот еще есть ряд зданий, которые находятся в стадии разработки. And hopefully more to come. И мы также надеемся на привлечение новых проектов. What is important for us is
that in the end of the process, in maybe 5 years, Что для нас является важным, что по окончании этого проекта, ну, может быть, там через 5 лет, we will analyze what happened at each of those projects мы проанализируем, что произошло с каждым из этих проектов and compare them. и сравним их между собой. And we will see what we learned out of this adventure. И вот тогда мы будем знать, чему мы научились в ходе вот этого приключения. So we do this in a methodological way. Ну, в основе этого проекта лежит разработанная методология. The first thing to be sure of is the energy label we are applying for. We decided it to be the passive house label. Когда решался вопрос, под каким лейблом делать эти дома, мы выбрали лейбл пассивного дома. Once we decided this, we worked out a very performant grid of project attendance. И вот после того, как был выбран этот лейбл, была разработана соответствующая методология. Which allows us to follow each project in each phase, from the very beginning to the very end. Которая позволяет нам следить вот, и участвовать в каждом проекте от самого начала до самого конца. And after finishing a project, we don't stop thinking about it, because the monitoring is just starting after the end of the construction. Но это не значит, что мы заканчиваем проект на стадии завершения строительства. После этого начинается мониторинг от эксплуатации дома. Because we want to know about the real energy consumption and how the people are living in the building. Потому что нас в первую очередь интересует энергопотребление дома и комфортность жизни его обитателей. You can see here about insulation materials we applicate on nearly all buildings. Здесь представлена вот шкала изоляционных материалов, которые мы используем в разных. They are the best as to the efficiency, the best on the market and the most valuable. У них доказанная эффективность на рынке. Here you can see a comparison about buildings, always the same building, constructed in different climatic zones. Like на этом слайде представлен сравнительный анализ вот, строительства аналогичного дома в различных климатических условиях. And what you need to do in order to make this passive here. И вот здесь как бы показано, что нужно применить для того, чтобы этот дом соответствовал стандартам пассивного дома. You can see that in Brescia, in Italy, in the northern or middle part of Italy, it is the most easy to achieve the passive house standard with nearly no big efforts. Вот вы видите, что строительство пассивного дома в Италии, вот, в частности, это проект в Бреши, центральной Италии, ну, фактически не требует каких-то дополнительных затрат. Whereas in Stockholm, in Sweden, you need to optimize a lot of components of the building in order to have the best energy efficiency. В то же время, как в Швеции, для того, чтобы достигнуть того же результата, нужно оптимизировать очень много компонентов дома для того, чтобы достичь соответствующей энергоэффективности. In the very end of the process of the construction and the following process, вот по завершении строительства и вот we wish to make a scientific document out of what we learned. Мы хотим, так сказать, разработать научный такой исследовательский документ, который аккумулирует все наши знания, полученные в ходе реализации проекта. And to go online with an internet in order to publish our experiences. И разместить вот эту информацию все в доступе в интернете. And to provide a software which allows people to see how react one and the same building in different climate zones.
И также предоставить программное обеспечение, которое позволит рейтинговать пассивные дома вот в различных климатических зонах. But it is not only about climate zones where the differences are. Но различия касаются не только климатических. There are also cultural differences between social housing building in Stockholm, in Sweden, and in Italy. Есть также и какие-то культурные отличия вот, между строительством домов, скажем, в Швеции и в Италии. This is something you can see now when I show you some plans and pictures about the buildings. Вы вот сейчас поймете, о чем я говорю из дальнейших слайдов. So to remind you, this is the classical prototype, the common design. Напоминаю вам, что это наш изначальный прототип. And you have here on the right some of the local adaptations. С правой стороны слайда вы видите вот местные адаптации этого типового проекта для различных проектов в различных странах. You can see that they can be much bigger than the initial design. То есть квартиры могут быть как много больше, чем в типовом проекте. Or slightly smaller. Либо немного меньше. But you can feel it's always the same design with those balconies on the south facade and the hallway and circulation on the north. Но вы видите, что здесь неизменно балконы все выходят на южный фасад, а лестницы и холлы по северному фасаду. You can see that ideally the hallway and the staircase is open, so it's not in the heated volume, it's on the air. Staircases. Yeah. И в идеале как бы лестницы и холлы, они вообще находятся в наружной стороне здания. Это не отапливаемый контур, а как бы на улице. Which you cannot make in northern climates like in Sweden. So in Sweden we decided to close it, and even in Germany it's closed. Но, естественно, это не касается таких климатических зон, как в Швеции, и даже вот в Германии у нас закрыта эта зона. In France it's still open. А вот во Франции открыты этот лестничный проем. This is the first build-up which has been launched, which will be finished next summer. Вот это проект, один из первых, который был запущен, он будет закончен летом. You can see here actually two buildings. Он включает два здания. And what is important and what is very clear is that one is ideally north-south oriented. И что здесь интересно, что один дом ориентирован с севера на юг, whereas the other is east-west oriented. So другой ориентирован с востока на запад. It's already interesting for us to learn once they are finished, to monitor about the energy efficiency of the one who should be better in comparison to those who is not oriented in an ideal way. И вот нам будет очень интересно отметить по завершении строительства отличие в энергоэффективности этих двух домов, вот насколько менее энергоэффективен будет дом, который не идеальным образом ориентирован с востока на запад, а не с севера на юг, как стараются делать вот при строительстве пассивных домов. You can also see that the client wanted it slightly bigger than the original design. He wanted one apartment more in the middle. Вот клиент захотел в данном случае несколько так расширить дом, и здесь на одни апартаменты больше на этаже, 5, а не 4. You can see here the balconies, which are independent to the structure. И балконы, которые так независимо от формы здания находятся. And the open staircase here. И открытая лестница вот the open hallway. И холл с тыльной стороны. There's another French build-up in Chalon. И еще один проект build-up в Шалоне во Франции. A build-up which is in the center part of a historical city. И он находится в исторической части города Шалона.
So the local architect who made the adaptation needed to react to the historical buildings which are close to. И вот архитектор местный, который адаптировал проект под нужды центра города, должен был ориентироваться на соседние здания. This is why this building is smaller and less higher than the other ones. Поэтому это здание, оно небольшого размера и несколько ниже, чем типовой проект. And the entrance area is treated in another way because of the context. И вот зона парадная входа, она по-другому ориентирована в этом историческом контексте. This is the German building, which is finished since February. Это вот дом в Дармштадте, который был строительство, которое было завершено в феврале. It's the biggest one we did. Это самый большой из домов, которые мы построили в рамках данного проекта. In fact, there are also two buildings, one glued to another. Ну, на самом деле, это два дома, как бы приклеенных один к другому. You can see it's made out of concrete, like all buildings, because concrete is a good material for airtightness. И, как вы видите, он построен из бетона, и с помощью бетона строятся все дома, поскольку это очень хороший с точки зрения изоляции материал. This is a plan the German architect who made the local adaptation made. Это вот проект немецкого архитектора, который делал адаптацию вот типового проекта для проекта в Германии. So you can see that in Germany an architect is very much an engineer, a civil engineer. Даже вот по этому чертежу видно, что в Германии архитектор это больше инженер. Whereas the French architects, I remind you the French plan, are more or less artists. Вот по сравнению с французским проектом, можно сказать, что французы, они больше художники, чем инженеры. Yeah, one of the youngest project we now started is in Sweden, in Örebro. Один из наших вот молодых проектов, только что недавно начат, это Örebro в Швеции. You can see this is also two buildings, but they are in the same orientation. Здесь два будет здания, но они ориентированы одинаково по сторонам горизонта. They're ideally north-south orientated. Они ориентированы вот как идеально ориентировать постельные дома с севера на юг. Because what is important in all buildings is that the solar gains come into the building, so we need to have this orientation. И это необходимо для того, чтобы наилучшим образом ориентировать вот окна по сторонам горизонта, чтобы максимально использовать энергию солнечных лучей для отопления дома. Which permit us to make the living spaces in the south and the rooms in the north. И это вот жилые комнаты, значит, расположены ориентированы на юг, а спальни, соответственно, на север. This plan is still in progress. It's not finished. Этот проект еще пока в стадии как бы разработки, это еще не законченный проект. And probably the building in Sweden will be started in the end of this year. И строительство, возможно, начнется к концу этого года. So I close now my presentation. If you have some questions, you can ask them right now. На этом я закончу свою презентацию. Если у вас есть какие-то вопросы, можете прямо сейчас спросить. You can see here on this map where we have sites for BuildTalk. Здесь вот на этой карте представлены как бы места, отмечены места, где ведется строительство вот или будет вести строительство по проекту BuildTalk. In order to make a real research project, we need some more sites.
Для того, чтобы наше исследование было более полноценным и информативным, нам нужно больше строительных площадок, больше таких домов построить. Ideally in very cold climate zones or in very hot climate zones. И особенно интересно построить такие дома в экстремально холодных климатических зонах или в экстремально жарких. So thank you very much. Спасибо большое. Как мы можем, на каких условиях можно вступить в эту группу? So what are the prerequisites? What are the conditions so that we can apply into this, apply for the participation in this project? What are the prerequisites or conditions for the potential candidates? Несколько площадок, проектов в данный момент в стадии строительства или проектирования, которые хотели. Construction stage or development, engineering, design stage, and so what is needed to participate in the project? First of all, you must commit. You must fit to the design. You must accept the common design. Но прежде всего вы должны принять типовой проект, как бы. Then you must have an architect who adapt this design to your construction site. Потом вам нужен какой-то местный архитектор, который адаптирует этот типовой проект к условиям вашей местности. And then you must be ready to learn a lot because participants of Buildogs are doing this in order to learn. А потом вы должны быть готовы к тому, чтобы получить очень много информации, потому что все участники этого проекта, они очень много нового узнают в ходе реализации такого проекта. We also want to learn from you what your difficulties are in your region. Соответственно, мы тоже очень многому учимся у вас, у наших клиентов, ознакомясь с непосредственными трудностями на местах. Исследовательскую группу, которая занимается энергоэффективными домами, но не только это, имеем комплексный подход. We have an R&D group which is involved in this energy efficiency issues, but they use the complex approach. So they're not only involved with the energy efficiency, but also with Where are you from? I am chief architect in this group. Okay. Я главный архитектор этой группы. So I think maybe we can get into contact after because it can be interesting. Домов уже, так сказать, поставлено на такую массовой основе. To give an example, in Germany, where passive houses are more or less common now, the costs are about 10% higher than for classical buildings. В Германии, где уже строительство пассивных домов ведется достаточно широко, себестоимость это процентов на 10 выше по сравнению с обычным домом. And what you invest in the construction and in the materials, you get back for sure in the years after you live in the house, because you need less money to pay the energy. Но то, что вы переплачиваете на стадии строительства, вам возвращается на стадии эксплуатации, потому что на отопление такого дома вы затрачиваете существенно меньше средств. So it's on the long term you are always a winner with this technology. On the short term you might, depending on the market, pay a little more. Поэтому в долгосрочной перспективе, в процессе эксплуатации дома вы всегда находитесь в выигрыше. Но, естественно, на стадии инвестирования в строительство приходится инвестировать больше. But it's not only about the costs, it's also the know-how you need, because especially for details you must have craftsmen, architects, and yourself you must be aware of problems you can encounter. Но, как говорится, дьявол в деталях, поэтому на самом деле здесь очень большое ноу-хау используется при строительстве, и очень много надо знать таких мелких, тонких моментов на уровне и мастеровых, непосредственно рабочих, которые заняты в строительстве, и архитекторов, и инвесторов проекта. So this is why we make this project, in order to
train everybody who is in touch with it. И вот, собственно говоря, это одна из причин, по которой создавался этот проект, это для того, чтобы научить людей строить постельные To дома. make energy efficient housing cheaper for the future. С тем, чтобы эти энергоэффективные дома в будущем были все дешевле и дешевле. I have a couple of questions. My name is Evgenia and I'm an energy and mechanical engineer in the United States. I have a question about energy analysis. Are you doing preliminary energy analysis for rotation of buildings' mechanical systems before design, or you get the information after construction? Both. You know, passive houses, maybe you translate first. Вопрос о том, как вы рассчитываете... If they do preliminary energy analysis before design. Вы анализ энергетический делаете до проектирования, да, или после строительства или проектирования? До. До или после строительства или проектирования? We make this analysis in the very early beginning of the state of the builder. Мы делаем такой анализ на очень ранней стадии проекта BuildTalk. Where we consider the local climate and also what we use as technical equipment. Когда мы учитываем местные условия климата и оборудование, которое мы будем использовать для отопления. And as in every building process, the more you go further, the more you have to encounter and react to problems and to modifications. Но понятно, что по ходу любого строительного процесса приходится учитывать все новые и новые какие-то составляющие. So each time we change something in the design, or even if there is a new machine coming, we change also the calculation. И поэтому каждый раз, когда вносятся какие-то изменения либо в проект, либо какое-то новое оборудование используется, соответственно, вносятся изменения в расчеты. So you mentioned that you use the same building in different climates. Did you mean that you use the shape of the building only, but you change parameters? Even the shape is not the same, because the building does not really look the same. There's always a common thing in all buildings. Вот вопрос в том, что как бы в домах что меняется, что остается прежним. Та же форма, то есть остается только форма, но нет, оказывается, как бы форма тоже общая, общий контур дома тоже меняется от проекта к проекту. There is a common thing in the plan, but the outside is always also adapted to the local the local taste, for instance. Типовой проект имеется, но даже и внешний контур здания, в зависимости от местных предпочтений, местного контекста, адаптируется. You can, for instance, see that the Darmstadt project has no pitched roof like the other, because it was not possible in this city. Вот, например, вот в проекте в Дармштадте не двухскатная крыша используется, как обычно стандартно, а вот такая квадратная, потому что невозможно использование было двухскатной крыши в местном контексте. This is also something which I find very interesting, because they don't look all the same. There is something in common. И это также очень интересно, они действительно выглядят не похожими друг на друга. But there are also differences. Хотя они как бы по типовым проектам вроде, но есть существенные отличия. Do you use natural ventilation in passive houses, so it's a mix of natural and mechanical ventilation, or only mechanical? It's 100%. As to the needed ventilation, everything is provided by the mechanical system. Вопрос по поводу вентиляции. Как бы механическая вентиляция или естественная вентиляция? 100% механическая. But in passive houses you can open the window. Lots of people always think that they can't open windows in passive houses, but you can.
Но вы все еще можете открывать окна в пассивных домах. То есть некоторые люди думают, что в пассивных домах окна не открываются. Это не так. Especially in summer, there's no problem. I think in winter you don't feel really like opening windows, so naturally you won't open them. Ну, особенно летом окна, наверное, открываете, зимой, не знаю, может быть, So не you открываете. design mechanical system assuming that outside air can come inside of the building. Yeah. And as I said before, when you make this ventilation, you make a heat recovery mandatory for it, so that the heat you expel is recovered. Но я говорила уже, что когда вот вентиляция, всегда там используется вот восстановление тепла, то есть вы тепло забираете при выбросе воздуха наружу. It's recovered from the used air, not just thrown out, but the heat comes back to То есть вы 90%. воздух выбрасываете, но 90% тепла сохраняете. Then it will be interesting to see what your results will be over the years. Интересно будет посмотреть, какой будет результат в течение, по прошествии нескольких лет. As we just finished one project, we just need some time to step back and to follow it. Да, вот сейчас у нас уже один проект полностью закончен, и по прошествии какого-то времени уже можно будет что-то сказать. But in a couple of years, I think we will have something scientifically proved out of this project. Но я думаю, уже через пару лет можно будет говорить о каких-то научно подтвержденных данных по результатам реализации этого проекта. Скажите, пожалуйста, а вы считаете данная форма здания наиболее эффективной для энергоэффективного дома, да? Либо принципиально хотите на этом проекте посмотреть динамику развития в разных регионах? So you use this typology because you think that it is efficient for passive houses, or you just want to benchmark it and to compare the performance of the same project in different climate zones. И готовы ли вы рассматривать другие формы конструкции? And if you are ready to consider other designs for this project. This is a very good question. Очень хороший вопрос. First of all, it is not the most efficient design for passive houses, because Во-первых, это не самый эффективный дизайн для пассивных домов. Because it is lacking of capacity. It can be more compact like this. Потому что он недостаточно компактный. But Самая компактная форма это куб. The architect wanted it like this, and for us it's like like something we want to offer him. Но архитектор вот настаивал на такой форме. So this is a compromise between architectural quality and energy efficiency. То есть здесь некий компромисс присутствует между архитектурными какими-то достоинствами и энергоэффективностью. And the other thing is that you can see here the architect wanted pitched roof, something which is more common in northern European climate zones. И также архитектор хотел вот такую двускатную крышу, что, в общем-то, более типично для более северных зон. But whenever we will go with this scientific project to the southern region, Но вот если мы с таким проектом идем в южные регионы, he will make another kind of roof, and he will make bigger terraces and so on, because culturally it is. Соответственно, тогда форма крыши меняется, и, как правило, увеличивается площадь балконов и террас ввиду климата. So this might be a variation, an important variation when we go to southern climate. That the design will change a little bit more than now. Поэтому, как бы, да, вот в южных зонах проект еще больше меняется, чем. Но проект будет именно в контексте данной формы дальше продолжать. So, but you will continue doing the other buildings within this project based Probably on this we will typology. have 0.1 build-up and a 0.2 build-up then when we have a southern one.
Но, возможно, у нас будет там проект 0.1 и 0.2, когда там будет. But as to the methodology and to the construction process, this does not really change. This is just the energy. Но что касается методологии, то и самого процесса строительства, то как бы ничего не меняется. So there are things we can compare, others we can't really compare, but I think we can deal this. Какие-то вещи мы сравнимы между собой, какие-то несравнимы, вот, но как-то мы стараемся управляться с этим. А цель запустить это серийное какое-то? What is the objective? Is it just to make it mass construction or? No. Well, the objective, everybody has a little objective on his own. For instance, my company with this wants to have a look into different markets. Ну, у каждого, что называется, Абрама своя программа. Да? Моя компания хочет посмотреть, как это работает в различных странах. Housing companies are doing this in order to learn how to build energy efficient houses on their own after. Строительные компании хотят получить опыт строительства пассивных домов, который останется с ними по завершении этого проекта. Architects and construction companies who are working on these projects are learning also about how to do this. Архитекторы и строительные компании, которые работают в этом проекте, они тоже приобретают свой опыт. To be prepared for the future, because in some countries in 6 years there is much higher. Это не просто как бы такой филантропический момент, то что это вступит в законодательство с 2020 года, вот эти нормы энергосбережения и там, выбросов. Да, in EU, you mean? Yeah, in EU, yeah. But I think even Russia, you would, I think, I'm not informed about this, but from year to year, of each 10 years, you have higher energy levels to reach. Ну, я не специалист в вашем законодательстве, но я так, насколько я знаю, что каждый там, ну, грубо говоря, 10 лет вот эти требования ужесточаются к энергоэффективности, и здесь тоже. Energy prices climb and so on. Но цены на энергоносители тоже растут и так далее. Это еще за вами. Скажите, пожалуйста, каковы теплопотери с единицы площади в сравнении с обычным домом? What are heat losses from 1 square meter compared to this normal average house? Oh, difficult question. Какой сложный вопрос. Because it depends. There are no normal houses, if you want. There are very old houses which lose very much, and. Ну, потому что сложно сказать, что такое средний дом. Потому что есть очень старые дома, да, которые очень много теряют тепла. We just, for passive houses, don't talk about heat losses, but we talk about the heat demand we have to provide. Мы говорим, говоря о пассивных домах, не столько о энергопотерях, сколько о энергопотреблении. So a passive house for a year needs 15 kilowatt hours per square meter. Вот дом такой в течение года нуждается в 15 киловатт-час на 1 квадратный метр. In Western Europe, like in France, the legislation is now to accept 50. А вот по законодательству во Франции, да, допустимые нормы 50 киловатт-час. This is the best you get. And passive houses, you can see, are 3 times better than. То есть вы можете вот сказать, что пассивные дома в 3 раза, как минимум, меньше потребляют энергии, чем требуется по законодательству текущему во Франции. Скажите, какие источники отопления используются для обогрева? What are sources of heat for heating? It is accepted. You know, we have also the primary energy calculation in passive houses. Primary energy. Есть как бы расчетные показатели первичного
энергопотребление вот по таким домам. Which means that a kilowatt hour is not the same if it is produced by nuclear energy or by wind. То есть киловатт-час, произведенный атомной энергией или ветром, это разные киловатт-часы. But normally in passive houses you can use all kind of energies except electric energy. Но, как правило, вы можете использовать при строительстве пассивного дома любые источники энергии, за исключением электричества. There's no obligation on this. То есть это как бы не регламентировано так строго. Вопрос был, наверное, в том, что если цель использует также такие не совсем традиционные источники энергетики, как, например, тепловые насосы, солнечные аккумуляторы. So the question was more: is there an objective to use more things like heat pumps and solar accumulators, things like that? Yeah, sure. Ну да, безусловно, если это позволяет условия. Можно каким-то образом получить более подробную информацию, но не становясь участником, а просто в качестве самообразования? Is there any opportunity to get more access to more information without becoming a member of a project, but for the purpose of self-education? Sure, yes, sure. There's no problem. We are very open to everybody. We don't. Да, конечно, мы как бы достаточно открыты по части предоставления информации. We actually have already a website. У нас уже есть как бы сайт в интернете. And on this website we would help all those who have questions. Это будет интерактивный веб-сайт, то есть вы можете задавать там свои вопросы. Even if there are no member. Даже если вы не члены этого проекта. Free of charge. Бесплатно. Это очень приятно. Yeah. Thing is that it would be in English because we don't have any Russian. Да, но только это будет по-английски. Russian speaking people like now. Задаю вопрос исключительно потому, что публика в основном русская говорящая. I'm just asking because mainly the audience is Russian speaking. Из уважения к окружающим людям. It's just from respect to the people who are mainly Russian speaking around. I can ask in English. Yeah. You will get an English answer. Maybe Larissa, my colleague, will translate this in Russian if it's needed. She said that she has no language problems. Okay. It's basically because the audience. Very good, very good. Yeah. Скажите, пожалуйста, вы в основном нацелены на строительство новых домов, а что будет с теми домами, которые уже построены? Будет ли заложена программа реконструкции домов? So are you mainly aiming at the new building construction, or you also bear in mind refurbishing of the existing houses so as to meet the requirements? Yeah, the BuildDoc is only for new buildings. Вот этот проект BuildTalk, он исключительно вот со строительством новых домов имеет дело. But the BuildDoc project has a small brother, I would say, or sister. Но у BuildDog есть, так сказать, младший брат или сестра, как хотите. Which is called retrofitting together. Который вот называется. Renovating. Это вот такое, как сказать, не реставрация, а переоборудование домов. This is another working group parallel to ours. Это вот этим занимается другая параллельная группа, которая занимается именно вот этим вот переоборудованием и доведением до стандартов. They try to do the same methodology with restoration and renovation. То есть они используют вот эту технологию при реставрации существующих зданий и при переоснастке их. Because what is true is that in renovation existing buildings, it makes a lot more sense to save energy by this than by constructing new buildings. This is true. Это действительно правда, что вот при строительстве и ремонте существующих зданий имеет большой смысл как бы использовать вот эти ноу-хау и технологии, и это дешевле, чем строить новые дома. Скажите, пожалуйста, ваша группа занимается только пассивными домами? Я вот слышал, что в Европе уже активные дома начали строить. И насколько это дороже, если вы знаете, да?
So he's from Yakutsk, which is yeah, and he said that you're only constructing passive houses, because I heard that in Europe they started building active houses. Do you know what it is? Yeah, and what's the difference? they're not called active houses, they are called positive houses. Да, они не активные дома называются, а позитивные дома. And this is when you can provide your own energy on yourself. Это когда вы сами себе And even more. добываете энергию, да, или даже, может быть, излишки производите. For you have solar panels and windmills and Если у вас там мельницы стоят воздушные, ветряные и солнечные батареи на крыше. But to have this positive houses, you need to have anyway to pass by the passive house standard to make. Но в любом случае, если вы делаете такой позитивный дом, то что вы начинаете, сначала вы строите пассивный дом, а потом уже наращиваете вот эту вот системы, энергосистемы на пассивном доме. Когда на российском рынке можно будет купить материалы с фазовым переходом? Макролан PSM материалы. Я боюсь, что это не вопрос. When in the Russian market the phase transition materials would be available. Oh, Larissa. Yeah, I know very much. Я I очень хорошо знаком с этим. I even can't answer this for the French market because. Вы знаете, я могу отвечать только за французский рынок. На французском рынке он продается отдельно, не в составе гипсоплиты или блока. Can you buy it separately in France, not as part of the block or part of the panel? No, there are panels you can buy in Switzerland, I know. Вот панели можно купить в Швейцарии, насколько я знаю. In England, I think too. Я думаю, что в Англии тоже. And maybe in the end of the year in France. И может быть к концу года во Франции. But for Russia, I don't know. Maybe my colleagues know better. Вот про Россию я ничего сказать не могу, но может быть мои коллеги вот из You should go to the BASF booth пожалуйста, сходите на 320 and I will. He was there already. Yeah, and you know answer. Ответ не получили. Не знают, что это за материал. They don't know what it is to begin with. Oh, yeah. I can give some information if you want. Ну, вы можете со мной контактировать индивидуально, я вам тогда дам информацию, которую я бы... Есть информация про материал, мне нужна информация про поставку. So basically, I have all the material information. Basically, I need the accessibility. The accessibility. I know. We also have this information on our own, but we are still longing for a partner to get into the market with PCM. Но мы до сих пор ищем партнера, с которым мы могли бы выйти на рынок с этим материалом. Вы, пожалуйста, вас инициативу проявляете. Становитесь партнером. Okay, thank you very much then.